Доброго дня, с вами Ксен, а это первый выпуск рубрики «Проверка нейросетей». Сегодня мы проведем тестирование нейросети, которые я все чаще замечаю в ТикТоке. Речь идет о Picalabs. И вот последнее видео, на которое я наткнулась. Видео сверху было снято дорогими камерами, а видео снизу создано нейросетью Picalabs. Видео сверху создавала съемочная группа из 30 человек, а над видео снизу работал один человек. Видео сверху снимали и монтировали около месяца, а чтобы создать видео снизу потребовалось не больше одного дня. Это реклама японского бренда по уходу за телом. Автор оригинального видео повторил его, только создавал он его уже один, без камер, применяя два подхода. Текст to видео, когда из текстового описания получается видео, и image to видео, когда исходное изображение оживает. Это наглядный пример того, почему важно сейчас погружаться в новые креативные технологии, чтобы не оказаться в числе съемочной группы, которая, вероятно, скоро будет не нужна. Выглядит многообещающе, но это мы с вами проверим. Заходим на сайт Picalabs. Минималистично, примеров нету, хотя в поиске мы успели увидеть, что у них есть Twitter, через который они, собственно, и продвигаются. Давайте присоединимся к бета-тестированию. Как и многие нейронки, ребята работают через Discord. Раз уж мы зашли в Discord, давайте для чистоты эксперимента сгенерируем изображение, которое мы будем использовать для анимации в Midjourney. И дополнительно их более анимешную версию в Nidji. Пробуем озвученные два метода – изображение в видео и текст в видео. Изображение пробуем закинуть сначала без промптов, потом изображение с промптами и попробуем сделать видео, основанное просто на тексте. На самом деле смотрится классно и вполне можно использовать для каких-то анимаций вместо покупки стоковых. С учетом наличия нейросетей, повышающих качество, таких как Video2X, это бесплатная программа с открытым кодом, которую можно найти на GitHub. Это становится еще более интересно. Но, как мы видим, текстовый промпт без референса нейросетка понимает лишь частично. Но что, если мы усложним задачу и напишем промпт, который не вызывает проблем у обычных нейросеток, таких как Midjourney, Nidji, Pixai и прочее, с созданием персонажа? Результат, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Хрен знает, что с этим делать. Вариант с добавлением промпта аниме не улучшил ситуацию, хотя, думаю, примерно так я рисовала лет в 10-11. Прогон готового изображения для добавления эффектов тоже не радует, превращает все в мыло. Ладно, если упростить промпт и создать типичное стоковое видео. Мужик в очках думает на фоне белой стены. Если вы не знали, типичный думающий человек выглядит именно так. Ладно, может я придираюсь и стоит дополнить промпт. Picalabs, с тобой все в порядке. Но не будем столь критичными. Это бета, поэтому давайте посмотрим, что Picalabs обещает в будущем. И, собственно, для этого погнали в их Twitter.
Сеть активно покормили материалами Pixar, Disney и даже видно элементы из кукольной анимации Тима Бёртона. Но вот в этом и проблема, что это влияние слишком сильно видно. Вопрос, как на это отреагируют корпорации? Обычно несколько вариантов. Выкупить, засудить до банкротства, засудить и получать процент от капитализации или будущей прибыли. Интересно будет понаблюдать, во что это все выльется и когда на них обратят внимание. Учитывая, что законы еще не покрывают полностью подобные ситуации. Будем держать руку на пульсе и следить за новостями. Вывод. На данный момент подобная нейросеть не способна значительно облегчить работу аниматоров. Но они могут быть полезны для видеомонтажеров, если мы работаем с знакомыми и простыми вещами. Реальных людей все еще лучше покупать на стоках, по крайней мере пока. Видео их в смысле, да. Ну, либо по старинке. Зачем убирать ватермарку, если можно ее не убирать? Спасибо, что были с нами. Пишите в комментариях, какие нейросети вы бы хотели, чтобы я проверила в следующем выпуске. Ссылки на все нейросети, что я упоминаю, вы можете найти в описании ролика. И отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня и выход новых роликов на Бусти. Всем пока и до новых встреч!